Разрушение Иерусалимского храма стало важным событием и для христиан, и для иудеев. Христиане видели в нем исполнение слов Иисуса. Для иудеев это была трагедия и начало новой эпохи. В этом видео мы разберем малоизвестные факты и смыслы этого события. В первом веке нашей эры Иудея была под римским владычеством, но с частичной автономией под властью династии Ирода. Христианство распространялось, изучали пророчества Иисуса о падении Иерусалима. По деяниям апостолов даже некоторые священники храма уверовали в него. Царь Агриппа I, внук Ирода Великого, предпринял попытки укрепить стены Иерусалима. Римские наместники, когда узнали об этих действиях, приказали прекратить строительство, опасаясь, что в случае мятежа укрепленный город будет очень сложно взять. В это же время усиливались зелоты, радикальные борцы с Римом. Самые крайние из них, сикарии, устраивали нападения и расправы даже над своими, если те шли на контакт с римлянами. Брак с нееврейкой мог стоить человеку жизни. Большинство же евреев не хотело бессмысленного восстания против Рима, понимая его мощь, несмотря на притеснение со стороны римских чиновников. Злоупотребления нового наместника Флора стали толчком, который вынудил евреев в 66 году поднять восстание. Радикалы-сикарии воспользовались моментом и неожиданно захватили крепость Масаду, убив римский гарнизон и захватив оружие. Большинство евреев не верило в успех сопротивления и держалось в стороне, но новый разгром римского легиона воодушевил народ и сделал восстание массовым. Восставшие стремились раздобыть оружие, которого остро не хватало. Был разрушен дворец Ирода Антипы из-за изображений, запрещенных Торой. В поисках союзников отправили послов к евреям Парфии. Восстание перекинулось на еврейскую диаспору, особенно в Александрии. Христиане из Иерусалима, зная о пророчестве, переселились в Пеллу, языческий город за Иорданом. Император Нерон направил в Иудею опытного полководца Веспасиана. Его войска столкнулись с трудностями. Еврейские повстанцы укрепились в городах и вели изнурительную оборону. Власть среди восставших захватили радикальные зелоты. А в самом Риме произошел свой переворот, в результате которого Нерон покончил с собой. Веспасиан стал новым императором, передав командование своему сыну Титу, также в будущем правителю Рима. В лагере Тита находился последний иудейский царь Агриппа II, а также Иосиф Флавий, бывший повстанец, ставший римским историком, от которого мы узнали большую часть событий войны. Он считал, что падение Иерусалима не просто военная победа, а проявление воли Бога. Флавий даже намекал, что власть Рима временна, а Израиль – народ с особой судьбой. Подойдя к Иерусалиму, Тит пытался договориться с иудеями миром, но те отвергли все предложения. Началась осада. Чтобы истощить город, римляне впустили в него паломников на Песах. Зелоты сами сожгли остатки еды, чтобы заставить всех участвовать в борьбе. Начался голод, дошло до людоедства. Иерусалим спешно укрепляли, но в стенах остались слабые места. Римляне прорвались и устроили резню. По словам Флавия, трупы полностью покрывали землю, и солдаты бежали по ним, преследуя уцелевших. Тит хотел спасти храм, но один из солдат бросил факел и поджег его. Солдаты перестали слушать приказы и начали грабить город. Из храма они вынесли огромную добычу – золото, собранное со всего еврейского мира, как десятины и пожертвования. На эти средства был построен Колизей в Риме. Археологические данные подтверждают, что при этом использовался труд еврейских пленных. Около 100 тысяч евреев продали в рабство. Иудея потеряла треть населения. Цены на рабов и золото резко упали. Оставшиеся старались выкупать пленных, как того требует закон Моисея. В Риме устроили торжественный триумф. Это значительно подняло престиж империи после правления Нерона. Показали пленных и трофеи, включая Менору. Зрителей было более 300 тысяч. В память о победе возвели арку Тита. После падения Иерусалима сохранялись отдельные очаги сопротивления. Крепость Масада держалась еще 4 года. По преданию, все ее защитники-евреи покончили с собой, чтобы не попасть к римлянам. Фарисеи, выступавшие против зелотов, обратились к Веспасиану и получили от него ряд уступок. После войны именно они стали лидерами еврейского народа. Центром духовной жизни стали синагоги и чтение Торы. С разрешения римлян фарисеи сделали город явно своим религиозным центром. Здесь молитвы заменили храмовые жертвы. В главную молитву Амиду было добавлено проклятие против еретиков, под которыми понимались в том числе и христиане. Это закрепило власть раввинов над остатками еврейского народа. От храма осталась только одна стена, которая позже стала святыней – Западная стена или Стена плача. День разрушения храма, 9 ава, стал главным траурным днем в иудейской традиции. Считается, что в этот же день древности Вавилоном был разрушен и первый храм Соломона. После восстания в Риме усилилась враждебность к евреям. Император Домициан ввел специальный еврейский налог вместо храмового. Его теперь платили в пользу Рима. Иерусалим был разрушен, восстановление запрещено. Поэтому христиане стали все больше дистанцироваться от иудаизма. Благодаря относительно мягкому отношению римлян в первые века христианство быстро росло. Главными духовными центрами стали Антиохия, Рим,
Александрия. Подписывайтесь, пишите комментарии и ставьте лайки.